Почему в 2025 году мир снова заговорил о «Free Ends»? Что помогло эмоциональной балладе Ви получить такую престижную награду в этом году? Окунитесь в необузданную мощь песни и откройте для себя нерассказанную историю, момент, который оставил фанатов и даже критиков без слов. Вы когда-нибудь слушали песню и чувствовали, как весь ваш мир на мгновение замирает? Вы когда-нибудь слышали голос, который не просто пел, а говорил прямо с вашей душой? В 2025 году такой голос снова потряс мир. Это был Ким Тэхён или Ви из BTS. Его прекрасная баллада «Free Ends» только что завоевала одну из самых престижных наград в мировой музыкальной индустрии. Однако настоящая история кроется не только в трофее, который он забрал домой, но и в буре эмоций, которую он вызвал одной нотой. Эта песня не нова. Но каким-то образом она снова покорила сердце мира с большей силой, чем когда-либо. Поклонники и критики задаются вопросом, почему эту песню переслушивают, анализируют и восхищаются ею спустя столько лет после ее дебюта? И что на самом деле произошло за кулисами, когда Ви принимал награду со слезами и дрожащим голосом? «Free Ends» никогда не была просто песней. С самых первых строк она передавала нечто чистое, неподдельное. В ней была боль такая личная, такая глубокая, но такая всеобщая. Одиночество, скрытое за улыбкой, та сердечная боль, которая остается после того, как любовь ушла, та связь, которая угасает, но никогда не исчезает окончательно. В стремительном мире цифрового шума голос Ви стал своего рода тихим бунтом, напоминанием о том, что музыку нужно не только слышать, но и чувствовать. Церемония награждения в тот вечер должна была быть торжественной и официальной, но произошло нечто незабываемое. Когда назвали имя Ви, в зале воцарилась тишина. Не от удивления, а потому, что момент казался кинематографичным. Тэхён в элегантном черном костюме вышел на сцену. Он не читал с телесуфлера, не одарил заученной улыбкой. Он замер на секунду, которая показалась ему вечностью, а затем тихо произнес: «Это песня, прощание, которое мне так и не хватало смелости сказать». Слова задели за живое. Фанаты давно предполагали, что «Free Ends» хранит в себе скрытый смысл о прошлых отношениях, о дружбе, разрушенной давлением, о горе, о котором никто не говорил публично. Это больше, чем победа? Это ли конец? Но вместо того, чтобы позволить сплетням пасть в центре внимания, Ви вернул все к сути – музыке. Он поблагодарил армию не письменной речью, а со слезами на глазах. Вы все услышали то, что я боялся сказать. Вы заставили меня почувствовать себя увиденным. В последующие дни социальные сети были переполнены излияниями любви. От Бразилии до Филиппин фанаты делились историями о том, как эта песня стала для них опорой. Одна девушка записала, как плачет в машине, слушая «Free Ends». Молодой человек из Германии написал в блоге пост под названием «Эта песня спасла мне жизнь». Мать играла эту песню каждый вечер в память о своем потерянном сыне, ребенке, который однажды сказал «Ви, мой герой». Что делает эту песню такой сильной? Одни говорят о тексте. Другие указывают на ее простую инструментальную часть. Но большинство сходится во мнении, все дело в голосе Ви, голосе технически несовершенном, надтреснутом, дрожащем, почти сломанном, но именно благодаря этому он честный и трогательный. Когда Big Hit выпустили закулисное видео, Тэхён стоял у стены, сжимая в руках кубок, с закрытыми глазами и шепча: «Ты сделал это для них». Кто эти «они»? Может быть, бывшая любовь, может быть, фанат, может быть, все. А может быть, и объяснять не нужно. Эмоции говорят громче любого перевода. Эта награда была не просто признанием. Она была облегчением. Вселенная словно говорила: «Да, твоя боль услышана». «Free Ends» начинался как шепот, но теперь стал всемирным гимном невысказанному, нелюбимому, нерешенному. В эпоху кратковременной концентрации внимания и подавленных эмоций Ви прорвал этот барьер многозначительным молчанием. И мир услышал. Дома в фандом Ви погрузился в молчание. Не потому, что нечего было сказать, а потому, что было слишком много чувств.
Онлайн-болтовня затихла, сменившись молчаливыми размышлениями и слезами, лившимися по мере воспроизведения песни. Фанаты пересматривали клип покадрово. Каждый текст, каждая нота, каждый оттенок теперь анализировались другими глазами. Была ли эта песня о ком-то, кто когда-то значил все, или о себе, медленно исчезающем в свете софитов? Было ли это прощанием с любовью или с молодостью? Необычной особенностью Free Ants была ее способность достучаться до людей всех возрастов. Люди старшего возраста, которые редко слушали кей-поп, говорили, что она напоминает им об их собственных потерях. Молодежь слушала эту песню одинокими ночами, чувствуя, что голос Ви понимает их лучше, чем кто-либо другой. СМИ пытались осветить этот момент, но заголовки вроде «Ви снова побеждает» или «Ви восхищается на церемонии награждения» не могли передать его сути. Это была непростая победа. Это был общий вздох артиста и слушателя, общее признание того, что всем нам знакомо чувство потери чего-то, что мы не можем выразить словами. Ви не опубликовал победное селфи. Он не показал свой трофей. Он исчез. Для фанатов это не стало сюрпризом. Таков Ви, он всегда сначала чувствует, а потом говорит. И когда он вернулся, это было не через пресс-релиз или тизер, а через рукописное письмо на Уиверс. Чернила слегка выцвели. Бумага выглядела обычной. Но послание было необычным. Всем, кто когда-либо чувствовал тишину между словами, эта песня для вас. Я не ожидаю, что мир услышит, но вы услышали. Вы не просто услышали музыку, вы услышали меня. Спасибо, что дали моему тихому голосу возможность заговорить. Я получил эту награду, но всем этим я обязан тем, кто остался. С любовью. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight.